Ассаляму алейкум, мир вам. Представьте, вам говорят: я восхищаюсь султаном Сулейманом, я его так люблю, так уважаю. Хорошо, ты говоришь. Наверное, ты знаешь, когда он родился, каким был его характер, досконально. Ты знаешь, какие битвы он выиграл и вообще чего добился по жизни. А вам говорят: нет, не знаю, я просто им восхищаюсь. Согласитесь, это странная любовь. Насколько она будет искренней и полной? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валидихи ван наси аджмаин». Никто не уверует из вас по-настоящему, покуда я не стану для него любимее, чем его родитель, будь это мама или папа, или его ребенок, будь это дочь или сын, или все остальные люди. Невозможна искренняя любовь без понимания жизни этого человека. Сира, жизнеописание пророка, мир ему, благословение Аллаха, это ключ к тому, чтобы наша любовь к нему была осознанной и сильной. В этом видео мы рассмотрим жизнь пророка по его 3 ключевым периодам. 40 лет до пророчества, 13 лет призыва в Мекке и 10 лет в Медине. Цель этого ролика – облегчить вам, мусульманам и вообще интересующимся людям его жизнь. Потому что те книги, которые написаны, они очень большие, и многие люди боятся заходить туда. Я хочу сделать структуру в вашей голове, чтобы у вас была четкая картина, что это все легко, чтобы дальше вы самостоятельно изучали сиру, чтобы смотрели какие-то подкасты или детальные уроки, и все у вас вставало на свои места. Пазлы вставали на свои места по четкой, конкретной структуре, и все было легко. Эта книга основана на труде ученого Абуль-Хасана Али ан-Надви. Эта книга, в свою очередь, основана на самом авторитетном и древнем источнике Сире ибн Хишама, который берет основу в 8 веке. Все последующие ученые, историки и авторы сир разных книг по жизнеописанию пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они как раз таки смотрели именно на эту книгу. Бисмилля. Но прежде чем начать, давайте познакомимся. Меня зовут Саду Чингиз, я исламовед по образованию. Закончил Египетский университет исламской культуры Нур Мубарак. И, кстати, закончил его на красный диплом. И во многом это благодаря, я считаю, что подготовительному курсу, который я отучился до университета, где были заложены основы арабского языка и основы исламских наук. Благодаря труду наших устазов вы сейчас видите это видео и получаете пользу, как и многие тысячи других мусульман. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что лучшая милостыня – это когда верующий человек получает знания, а потом обучает ему другого верующего человека. И сегодня вы можете стать причиной для такого блага. В городе Талгар, где я учился, строится еще один подготовительный курс, но уже для девушек, где каждый год будут выпускаться 200 учениц, которые в дальнейшем, иншаллах, будут поступать в Нур Мубарак и приносить пользу нашему обществу. Садака джария – это пожертвование, когда ваша милостыня приносит вам пользу снова и снова через каждого студента, который закончит или который будет там учиться, и через каждую буковку, которую они будут передавать в качестве знаний для других поколений. Поэтому сделайте садака джария на таком благом, чтобы таких каналов, чтобы устазов и преподавателей было больше. Итак, этап до пророчества. Мухаммад, мир ему благословения, родился в 571 году по Григорианскому календарю в городе Мекка. Его отцом был Абдулла, а его матерью Амина. Незадолго до своего рождения его отец умер, а в 6 лет умерла его мать. После этого он перешел под опеку своего деда Абдуль-Мутталиба, но уже через 2 года, в возрасте 8 лет, и он тоже уходит из этого мира. В конце концов, маленький Мухаммад переходит под опеку своего дяди Абу-Толиба. Этот момент, то, что маленький Мухаммад в детстве испытал сиротство, что он испытал лишение, сделало его сердце мягким и сострадательным. Такова была мудрость и предопределение Всевышнего Аллаха по отношению к своему последнему посланнику для этого мира. В возрасте 14-15 лет он участвовал
в войне между племенами, где защищал своих близких, помогал им в тылу делать стрелы. После этого он работал пастухом, а также торговцем. Пастушество научило его терпению и заботе, а торговля обучила его честности и справедливости. Уже тогда люди понимали, что Мухаммад не может обмануть людей. В 25 лет он женился на Хадидже, на самой достойной женщине того времени и места. В 35 лет была реконструкция Каабы, в которой участвовал наш пророк Мухаммад до еще своего пророчества и разрешил конфликтную ситуацию между племенами очень дипломатичным путем. Он предложил, чтобы тот черный камень, из-за которого племена ругались между собой, кто его установит, он предложил такое решение. Пусть каждый из представителей племени возьмется за ткань, за материал, а посередине мы положим черный камень. А установит его он сам и таким образом решит конфликты между племенами. Уже тогда, в возрасте 35 лет, Мекка увидела, что именно Мухаммад может решать спорные моменты между людьми по справедливости. Примерно в этот же период происходит некоторый союз людей в городе Мекка против притеснения, против того, чтобы люди обижали приезжих паломников. И в этом союзе, так называемый Хильф аль-Фудуль, будет участвовать наш пророк Мухаммад еще до своего пророчества. Самым важным, наверное, моментом до пророчества нужно отметить его репутацию. Его называли Аль-Амин, надежный, достойный доверия. Люди доверяли ему, люди знали, что ему можно доверять. Мухаммаду можно оставить все, что угодно на хранение, и это будет сохранено. Такова была его репутация. И это одно из его качеств. Конечно же, у него было много и других качеств, и все эти качества нам нужно изучать. И специально для этого в приложении Саджда, где люди смотрят время намаза, сделали новый функционал, чтобы мы изучали жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, еще больше. Каждый раз, когда человек делает салават внутри приложения, после определенного количества раз ему будет показываться определенный факт из жизни пророка. Например, о его привычках в еде или о его скромности, нраву. Это будет помогать человеку делать салават более осознанно, узнавать жизнь пророка Мухаммада, его качества, шаг за шагом, факт за фактом. А подписчики Саджда Плюс смогут коллекционировать эти факты у себя в коллекциях. Кстати, эти факты будут доступны на 3 языках, на казахском, русском и английском. Пожалуйста, пользуйтесь во благо. В возрасте 40 лет в пещере Хира Мухаммаду будет ниспослано первое откровение и факт того, что он становится посланником Божьим, пророком. Самыми первыми людьми, кто уверовал в религию ислам, была его супруга Хадиджа, его близкий родственник Али, его приемный сын Зайд, а также его ближайший соратник и друг – это Абу Бакр. Кстати, по причине призыва уже Абу Бакра примут ислам такие видные сподвижники, как Усман, Тальха, Абдурахман и Абу Убайда. В последующем это станут одними из самых величественных сподвижников пророка Мухаммада. Мир ему, благословение Аллаха. Из этого тайного призыва, который длился 3 года с 610 по 613 год, мы понимаем, что вера, она начинается с самого узкого круга людей, со своей семьи и ближайших друзей. Уже в 613 году Всевышний Аллах сделает обязательным для пророка Мухаммада призыв, в общем, открытый призыв Мекки, курайшитов, жителей этого города к исламу. И вот тогда-то и начнутся проблемы, начнутся конфликты, потому что люди знали о репутации Мухаммада как надежного человека, но принятие новой религии, та, которая идет вразрез их религии, религии их дедов и дедов их дедов и так далее, это было принять им сложно из-за своего высокомерия, а также из-за некоторых экономических причин, потому что в то время распространено было идолопоклонство. В Мекке стояли 360, возле Каабы стояло 360 истуканов, идолов, которым поклонялись и к которым люди приезжали со всех концов света и делали паломничество. И, конечно же, знать этого города получала пользу от этого. И если сейчас все это убрать, отложить и сделать только веру в Бога,
не в какого-то идола, да. Они, конечно, признавали, что есть Бог, Аллах, как высшее божество, но всех других идолов они считали как бы, божества, которые поменьше. И тогда это все рушило их концепцию их власти, их влияния. И из-за этого начались конфликты, началось давление, которое даже сподвигло пророка Мухаммада отправить на переселение какую-то часть мусульман. Было 2 переселения в Эфиопию, где правил христианский царь Негус, который впоследствии тайно тоже принял ислам. Было 2 переселения туда сподвижников, потому что в Мекке уже было трудно им жить. До того, что было 3 года бойкота для семьи пророка Мухаммада и некоторых сподвижников. Им было запрещено отдавать женщин для женитьбы, было запрещено брать женщин для женитьбы, было запрещено им что-либо продавать из еды, было запрещено покупать либо что у них. То есть это такая экономическая блокада, бойкот. И эти 3 года были очень суровыми. Голод, страдания, испытания. Но все это закалило веру первых мусульман в Мекке, закалило веру сподвижников. Однако это давление все-таки продолжалось, и этот пик настиг в 619 году нашего пророка, когда умерла его супруга Хадиджа, и в 1 год умер его дядя Абу Толиб, который все это время был опорой и защитой против курайшитов, язычников. Он был неким щитом от этих всех притеснений. Как мы говорили ранее, этот же дядя, у которого он жил под опекой с 8 лет, когда у него не было ни отца, ни матери, ни дедушки. Он был для него очень близким человеком. Он так и не уверовал до конца своей смерти, но все равно защищал пророка как своего племянника. И этот год скорби, был для него очень тяжелым. И спустя некоторое время Всевышний Аллах в 621 году делает для него такой чудесный подарок. Это Аль-Исра и Ми'радж. Это ночное переселение, когда пророк сел на определенное верховое животное и чудом из Мекки путешествовал, быстро полетел в город Иерусалим, а оттуда вознесся на небеса. И ему было дано увидеть рай, ад, предыдущих пророков. Он с ними поговорил на 7 небесах. А также ему была удостоена честь поговорить с Всевышним Аллахом. И именно там 5 обязательных намазов были сделаны фардом обязательными для всех мусульман. Именно в это ночное перенесение и вознесение на небеса. После этого те конфликты еще больше усилились до такой степени, что пророк был вынужден покинуть Мекку в поисках некой защиты или, может быть, опоры в другом племени Бану Сакиф в городе Ат-Таиф. Но и там его встретили насмешками и жестокостью. Та знать, те люди. И когда... Там есть один такой момент, что когда ангел Гор по велению Всевышнего пришел к пророку и сказал: «Хочешь, мы уничтожим этот город между горами?» Да? Из-за их жестокости, из-за их неверия, из-за того, что они не приняли тебя, то, что они кидали в тебя камни. Но пророк сказал: «Я надеюсь, что из их потомства выйдут верующие люди». Насколько, это жест милосердия, насколько это показывает уровень сострадания, уровень вот этого сердца нашего пророка Мухаммада. Он до конца верил, что, может быть, не они, но их дети станут верующими людьми. После этого, конечно же, пророк начал задумываться о переселении в другой город, и как раз-таки были хорошие новости из города Медина, где были люди из племени Хазрадж и Аус, которые присягнули пророку и пообещали, что встретят его добродушно, пообещали, что смогут поддержать его, и он потихоньку начал готовиться к переселению. Таким образом заканчивается Мекканский период, который длился 13 лет. Пусть вас не смущает, что это с 610 по 622, как здесь 12 лет. Есть разница между лунным и григорианским солнечным календарем, и как раз вот эта разница, она округляется в сторону 13 лет, как говорят ученые. Поэтому не придирайтесь, пожалуйста, в комментариях. Итак, Мединский период.
После переселения пророка Мухаммада со своим ближайшим соратником и другом Абу Бакром, да, здесь, кстати, есть один очень интересный момент, когда они переселялись в Медину, они наняли проводником, то есть путеводителем из этого города, из одного города в другой город, между которыми лежит и пустыня, это достаточно сложный путь, и их преследовали люди, курайшиты искали, его хотели убить. Они в этот момент наняли человека-проводника Абдуллаха ибн Урайката, который был неверующим, но он был профи, он был мастером своего дела. Этот маленький нюанс показывает, что пророк выбирал людей-мастеров, даже несмотря на то, что они были не мусульманами. И для нас, для некоторых из нас, это может быть большим уроком. Что я хотел сказать? После переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медины, этот период дальше историки обозначают как хиджра. Отсюда уже пойдут не годы по солнечному календарю, там 623 или там 624, а уже мы будем говорить первый год по хиджре, второй год по хиджре, третий год по хиджре. Это означает второй год после хиджры. Итак, хиджра произошла в 622 году. После этого мусульманское летоисчисление происходит по лунному календарю по хиджре. Во втором году хиджри происходит крупнейшая битва, которая называется как Бадр. Это 313 мусульман будут воевать против 1000 неверных язычников, курайшитов, и они одержат шикарную победу. Аллах даст вкусить эту победу мусульманам. Они почувствуют свою первую значимую, сильную победу и воспрянут духом. Но уже через год битвы при Ухуде, в третьем году по хиджре, произойдет поражение, тяжелое поражение, где погибнут большое количество мусульман из-за того, что одна часть мусульман не послушает приказ пророка до конца, они ослушаются его, из-за этого тактическая стратегия пророка нарушится, и курайшиты смогут победить в этой битве. И этот урок будет горьким для мусульман, но он будет очень важным. Всевышний обучает мусульман, сподвижников тому, что нужно прислушиваться к пророку безотлагательно и всегда, и 100%. И только тогда мы достигнем успеха. Это то, что осталось в истории, это то, что уже никак не стерешь, это наше наследие. В 5 году хиджры будет битва, она же называется Хандак, рытье рва. Это необычная тактика, которую пророк Мухаммад будет использовать. Он город Медину, определенную часть этого города, там самую незащищенную, они прорвут ров и таким образом смогут защититься от нападения курайшитов на город Медина. В 6 году же произойдет Худайбийский договор. Это когда мекканские язычники, курайшиты поймут, что нужно заключать мирный договор с мусульманами на 10 лет, на очень удобных для них условиях, но обе стороны уже будут понимать, что нужно заключать мир, перемирие, они начнут торговать, они начнут как-то пересекаться и прекратят свои военные столкновения. И, кстати, в этот момент, вот по дипломатической мудрости нашего пророка Мухаммада, саллаллаху, именно за этот период много людей примут ислам через контакт с мусульманами, через торговлю, через честность мусульман, через их нрав. Это очень большой урок для нас. И спустя каких-то 2 года, в 8 году по хиджре, уже произойдет завоевание Мекки мусульманами без каких-либо серьезных столкновений и войн. То есть за 2 года после Худайбийского договора произойдет то, что было обещано пророку Мухаммаду в Коране: победа и захват, возврат Мекки обратно под управление ислама, под управление единобожья. Все идолы будут уничтожены, Кааба будет очищена, и Мухаммад со своей семьей, со своими сподвижниками, саллаллаху алейхи вассалям, вернется в Мекку, из которой они были выгнаны, которую они очень сильно любили.
Примерно в это же время пророк Мухаммад будет писать письма разным правителям уже не своего региона, а уже дальше. Он напишет письмо Ираклию, правителю Византии, он напишет письмо Хасрою, правителю Персии, он напишет письмо Мукаукису, правителю Египта, он напишет письмо Негусу, правителю Эфиопии, с призывом к исламу каждого из них. Кто-то из них ответит, кто-то не ответит, кто-то разорвет это письмо, как правитель Персии. И в целом, после этого в 9 году хиджры, этот год называется годом делегации, когда огромное количество мусульман, огромное количество людей, арабов со всего континента, со всего полуострова будут приезжать к пророку и присягать на верность, будут принимать ислам. Огромное количество зайдет в религию. Это будет год делегации, год побед. В 10 году произойдет паломничество, хадж пророку Мухаммаду к Мекке. После этого будет его прощальная проповедь, где он подчеркнет важность хорошего отношения к женщинам, где он подчеркнет важность единобожия, где он подчеркнет важность того, чтобы мы не посягали на честь, имущество и кровь других мусульман, чтобы мы бережно к этому относились, к таким вещам. Будет его прощальная проповедь, кстати, рекомендую ознакомиться с ней. И в 11 году по хиджре, в возрасте 63 лет, от тяжелой болезни, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, покинет этот мир. Альхамдулилля, мы прошли этот путь жизни и описания пророка Мухаммада, который состоял из 3 блоков. 40 лет его жизни до пророчества, когда у него была репутация надежного человека, Аль-Амин. 13 лет призыва в Мекке, который делился на тайный призыв 3 года и открытый призыв, да? Когда его отвергли, когда его прогоняли, когда над ним смеялись. И 10 лет в Медине, когда он почувствовал, и мусульмане почувствовали победы, они почувствовали завоевание, они почувствовали, как вера утверждается на этом полуострове и дальше будет распространяться со временем. Я хочу, чтобы ту структуру, которую вы получили в этом ролике, иншаллах, была для вас полезной, чтобы вы ориентировались по его жизнеописанию и могли самостоятельно изучать в дальнейшем сиру. Обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, рекомендуйте это видео для других. А те, кто подписался, ставьте колокольчик, чтобы увидеть следующее видео, иншаллах. И пишите в комментариях, о какой теме вы хотели бы, чтобы я снял для вас ролик. Спасибо большое, спасибо за ваше внимание, время. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.